Всех приветствую на канале Бенди Крипто, и в этом видео поделюсь с вами своими целями по эфиру, каких отметок я ожидаю в этом году, в следующем году, когда я примерно ожидаю такие цели. Короче, будет очень интересное и полезное видео, поэтому влепите ему лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Вот у наш эфир, если биткоин это папа, то эфир это мама, на которой все строится, DeFi экосистема, платформы, и вот как он выглядит сейчас график. Не достает, конечно, до биткоина, биткоин у нас находится на исторических максимумах, пробил свой прошлый этаж, а эфир у нас отстает. И знаете, так было всегда. Да, так было всегда, эфир всегда отставал, да, в принципе, все другие альткоины всегда отставали, биткоин всегда рос первый, и потом ликвидность из биткоина переливалась в альткоины. Ну, давайте я вам покажу, как это происходило, во-первых. Рассмотрим у нас 21 год, то есть бычий цикл. Внизу у нас график биткоина, сверху график эфириума. Смотрите на биткоин, он уже достиг первого своего пика 12 апреля, примерно 21 года. Посмотрите, где был эфириум. Эфириум, вот он только подходил к этому вот моменту, где он просто взорвался и вырос на, давайте посмотрим на сколько. На 124%. Биткоин уже был здесь, а эфир еще даже не начал расти. Вот посмотрите, он только вот подходил к этому моменту, когда он начал расти. Потом пошла у нас коррекция, эфир тоже пошел в коррекцию вместе с биткоином. И далее, когда биткоин уже поставил пик, эфир тоже поставил пик, потому что тут уже доминация перелилась, и в принципе рынок двигался синхронно. Вот, и потом все упало. Также будет в этом цикле, люди постоянно ждут подвоха, что в этом цикле так не будет. Либо сейчас очень много новостей о том, что все, эфир сдулся, эфир умер, экосистема, короче, не растет и прочее. И так было всегда, ребята. Каждый раз происходит одно и то же, и люди все равно ждут какой-то подвох. Вот, я еще добавил график доминации, чтобы вы понимали, то есть график доминации самый последний. Видите, тут такой бум, резкое падение. И вот именно вот на этом падении, посмотрите на график эфира. На этом падении именно эфир достиг своего пика. Дальше у нас биткоин доминация каталась под днищу, и, соответственно, рос весь рынок, включая BTC, альткоины и эфириум. То есть еще будем ориентироваться на график биткоин доминации. Как только биткоин доминация начнет свое падение, я жду, что она начнет падение после преодоления отметки 58-57, то есть где-то вот здесь вот она сюда дойдет. Вероятнее всего, мы дальше продолжим свое падение. У меня цели по доминации 48-40%. Если биткоин доминация падает, то это значит, что ликвидность из биткоина переливается в альткоины. И какие же у меня цели по эфиру на этот бычий цикл на 2025 год, потому что в 2024 вряд ли уже бычка успеет произойти. Потому что бычка это не один день и даже не месяц. Вот посмотрите, сколько тут происходила бычка. Вот примерно даже вот так вот, да? 241 день. 241 день. Поэтому все будет происходить достаточно долго, и каждый успеет зафиксироваться и потерять и заработать деньги. И вот мои цели по эфириуму. Первая консервативная цель это 7-8 тысяч долларов. Капитализация тогда будет 840-960 миллиардов долларов, что вполне достаточно реально достигнуть. С текущих это чуть больше 100%, если брать посерединке, 114%. Достаточно реальная цель. Следующая цель у меня 10 тысяч долларов, 10-12 тысяч долларов. Я тоже думаю, что эфир сюда может прийти. Вполне реально. Это 200%-240%. То есть вот сюда эфир тоже может спокойненько прийти. И все, что выше 12 тысяч долларов, вот 15 тысяч долларов, 1,8 триллиона, это просто вау. Это будет что-то с чем-то. Но вот 7-8 это консервативно. И средняя цель у меня 10-12 тысяч долларов. Вот на этих отметках я буду фиксироваться. Я эфир покупал. Сейчас, если вы спросите, поздно покупать, не поздно. Эфир можно взять, но опять же, он не даст таких больших иксов, как другие альткоины. Допустим, те же экосистемные проекты на эфире. Посмотрите на ENS. Этот малый просто взорвался недавно и дал 165% роста. Просто так. И я думаю, это начало только, потому что вначале растет эфир, потом из эфира переливаются деньги в альткоины на эфириуме, и поэтому начинается рост альткоинов. Пока что эфир даже не начал свое ралли. Вы даже себе не можете представить, что начнется на альткоинах. Лично я удерживаю Arbitrum, я ставлю большую ставку на эфириум экосистему, на L2. Вот Arbitrum, у меня есть обзор на канале про Arbitrum, можете с ним ознакомиться. Я сказал свои цели по проекту, расписал, почему он так вырастет, поэтому обязательно ознакомьтесь с этим обзором. Также держу Starknet, график похож на какой-то скам, но, ребят, просто подождите, когда начнет расти эфир. Вы тогда все офигеете. Starknet я вот тоже ожидаю в районе 4-5 долларов, даже выше. Вот, посмотрим. Все думают, что это скам. В прошлых бычьих циклах также было. Токены падали просто в днище и потом вырастали на 1000%, и ничего этому не мешало. Также держу ZK, тоже это ZK Rollup на эфириуме. Держу Optimism, тоже очень хороший токен. Держу Matic. Matic, кстати, вообще красивый график, то есть мы даже вот не пробили эту наклонную линию, как только наклонка это пробьется, скорее всего, токен полетит в стратосферу. Также я держу Arkham, это AI токен на эфириуме из нарратива AI плюс эфириум. И посмотрите, как он хорошо держится, то есть он на всех проливах очень даже хорошо держался. Я фиксировался здесь, и у меня до сих пор токены остались, я уже в безубытке по этому токену и жду дальше полета в космос. Еще один очень классный токен это DYDX, это DEX биржа, тоже из экосистемы эфириума, правда у них уже своя сеть появилась, но неважно. Посмотрите, как он вырастал. Даже если он достигнет до прошлого, хотя половину прошлого пика, это уже много очень иксов, Короче, DYDX тоже держу, я его и тут покупал, тут и на дне покупал, у меня средняя где-то около $2, может чуть меньше, и
я жду, в принципе, вот хотя бы половину прошлого пика, что DeviDX достигнет. Это очень хорошая DEX биржа, поэтому тоже можете присмотреться к этому токену. На данный момент 90% держателей эфира находятся в плюсе. Вы прикиньте, 90% держателей. То есть, если вы просто купили и держали бы эфир, вы бы, скорее всего, были бы в плюсе. Либо если бы вы покупали лессингой и усреднялись. Также, как вы знаете, на эфир запустили ETF в США, то есть его теперь можно официально купить на бирже. Да, он не показывает каких-то супер результатов, но, опять же, притоки есть в миллионах долларов. Он, конечно, отстает от биткоина, но все же, то, что актив официально приняли в США и он торгуется на фондовой бирже, это говорит о многом и говорит о светлом будущем данного проекта. Если чистый приток в эфириум составляет 240 миллионов, то в биткоин 30 миллиардов долларов. Ну, я думаю, что эфириум как бы вряд ли догонит биткоин, но хотя бы, не знаю, до половины отметок биткоина он может вполне приблизиться. Поэтому я вам рекомендую сейчас присмотреться к экосистеме эфириума. В CoinMarketCap есть отдельная вкладка Ethereum Ecosystem Tokens, и тут можно посмотреть токены, которые на эфириуме есть. Вот Arbitrum, который я держу, Render хороший токен, в принципе. Memcoin, Shiba тоже на эфириуме есть. Onda токен, который с BlackRock'ом аффилирован. Sandbox, Starknet, и вот, короче, можете тут посмотреть. Wormhole тоже очень хороший токен. Eigen, который тоже недавно вышел. Rose, это AI. Arkham AI. Manta L2. Короче, можно присмотреться к токенам на эфириуме. Я думаю, они еще свое далеко не показали, и пики еще не близко, и они покажут всю свою мощь в ближайшее время. Короче, подведем итоги. Я жду эфириум минимум 7-8 тысяч долларов. Средняя цена это получается 10-12 тысяч долларов. И все, что выше 12 тысяч долларов, там вплоть до 15 тысяч долларов, это уже прям вау, круто. Я в такие отметки верю. Это произойдет тогда, когда будет падать доминация, что я ожидаю в ближайшие 6-12 месяцев. Поэтому ждем. Сумка у меня заряжена, я держу, я не продаю. И где-то вот в этом диапазоне, я думаю, будет снижение доминации, и мы увидим настоящий альт-сезон, ради которого мы тут собрались. Также я вам напоминаю, что у меня есть свой телеграм-канал, где я выкладываю актуальную информацию по криптовалютам. Если вы криптан, то вы должны обязательно на него подписаться, и ссылочка на мой телеграм-канал, конечно же, будет в описании. Еще у меня есть закрытое сообщество, где у меня очень много полезной информации по криптовалюте. У меня есть курсы Dark Trader и разных других чулов, которые продаются за $1000, а вы это все получаете за 69 баксов. Также есть сигналы на спот, трейдинговые сигналы на фьючерсы, чатик, где мы общаемся. Короче, много всего интересного, поэтому обязательно must-have для каждого криптона. Супер сообщество по крипте, которое я развиваю, у нас уже 38 участников. Если вы хотите вступить в мое закрытое сообщество, то по ссылочке в описании можете ознакомиться с информацией и к нам присоединиться. Ну что, я надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, то напишите свой комментарий, что вы думаете по эфириуму. Также ставьте этому видосику лайк, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи и всем пока!